Сегодня я покажу вам несколько удивительных экспериментов с батарейками, которые, надеюсь, вас очень удивят. Для первого опыта нам понадобится вот такая 9-вольтовая батарейка, которую в принципе я нигде не использую. Напишите в комментариях, возможно вы где-то используете такую батарейку. Еще нам понадобятся вот такие грифели, а также вот такие спички, которые мы ранее использовали, когда снимали видео о экспериментах с водой. Замыкая контакты батарейки грифелем, стержень начинает очень сильно нагреваться. Достаточно хоть немножко прижать грифель спичкой, и она моментально вспыхивает. В этом эксперименте главное быть очень аккуратным, чтобы не обжечь пальцы, потому что сам грифель и батарейка очень сильно нагреваются. Таким способом можно поджигать не только спички, но и также резать бумагу, хотя лучше всего для этого использовать ножницы. Если вам дома или на природе нужно добыть огонь, но спичек или зажигалки нету, можно использовать следующий метод. Подрезая фольгу, как указано на видео, чтобы получилась вот такая перемычка, мы кладем ватку возле фитилька. Соединяя батарейку с фольгой, мы получаем вот такой удивительный эффект. В этом месте фольга очень сильно нагревается, в результате чего можно подпалить даже ватку. Пламя плавно переходит на фитилек, и мы получаем вот такой огонь. Как вы думаете? Мне кажется, это просто невероятно. С вот такого куска проволоки получится еще один хороший эксперимент, для которого понадобится еще батарейка и неодимовые магниты. С проволоки мы делаем вот такую рамку, которую устанавливаем на нашу батарейку. Под действием какой-то невероятной силы рамка начинает вращаться, не думая даже останавливаться. Несколько раз рамка соскальзывала с плюсового контакта батарейки, но я ее поправлял, и она дальше продолжала свое невероятное вращение. Сейчас нам снова пригодится вот такая 9-вольтовая батарейка. И вот такая металлическая мочалка, больше похожая на металлическую вату. При контакте батарейки с ватой происходит что-то невероятное. По всей поверхности мочалки начинают разбегаться маленькие язычки пламени. Это настолько невероятное зрелище, что на это можно смотреть вечно. Просто невозможно оторвать глаз. Но и этот метод имеет еще одну скрытую функцию. С помощью него можно развести огонь, используя ватку или маленький кусочек бумажки. А при необходимости возможно даже развести настоящий костер. Следующий эксперимент вас также очень сильно удивит. Для этого нам понадобится вот такая вот батарейка и вот такой шуруп, который можно купить в любом строительном магазине. Используя вот такие вот палочки, а также неодимовые магниты, мы собираем вот такую простую хрестовину. Главное, будьте очень аккуратны. Неодимовые магниты очень сильные. Это не простые магниты, которые висят у вас на холодильнике. С помощью них можно повредить пальцы. Используя вот такой кусочек фольги, я креплю его на одну со сторон батарейки с помощью термоклея. Как по волшебству, наш саморез, как приклеенный, цепляется к плюсу батарейки. Ну что еще удивительней, когда свободный конец фольги прикасается к магниту, наша крестовина начинает вращение. Напишите в комментариях, почему это происходит и как это можно объяснить. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я буду очень рад и благодарен, если вы оставите лайк или комментарий под этим видео. Это очень сильно стимулирует меня и дальше делать для вас очень интересный и полезный контент. Спасибо!